Уважаемые гости, еще раз здравствуйте. В нашей комнате более 50 человек. И поскольку обозначенное время начала семинара 15 часов, я предлагаю начать нашу работу. Я представлюсь. Меня зовут Людмила Борисовна Станюкович. Я возглавляю отдел иностранного комплектования в Государственной публичной исторической библиотеке Российской Федерации. I am director of Foreign Acquisitions Department of the State Public Historical Library of the Russian Federation. Я благодарю всех, кто откликнулся участвовать в сегодняшнем вебинаре, потому что everybody who agreed to participate in our webinar. Я надеюсь, что сегодня прозвучит информация, которая будет полезна всем без исключения. And I hope to hear the information today that will be useful to everybody without any exception. Этот семинар вызвал интерес не только у наших читателей, This webinar arose interest not only of our readers, но и у наших коллег из разных регионов Российской Федерации. From different regions of the Russian Federation. Мы рады приветствовать специалистов из университетских библиотек и специалистов из университетов Тамбова, университетов города Перми. We are glad to welcome our colleagues from university libraries and members of the universities of Tambov, Perm. Мы рады видеть специалистов из научных библиотек и областных центров городов Тверь, Оренбург, Уфа, Волгоград, Рязань, Курск, Ухта и много других городов. We are glad to welcome specialists from the libraries of Tver, Orenburg, Kursk, and many other cities. Несколько слов я хочу сказать о фонде исторической библиотеки, которая содержит достаточно большое количество литературы, изданной в Кембриджском университете. I would like to say a few words about the collection of our library, the collection of the historical library, that has quite a few publications of Cambridge University Press. Если вы придете на сайт исторической библиотеки и в электронном каталоге сделаете запрос на слово «Кембридж», то получите в ответ более 8000 библиографических записей. So if you enter the site or the website of the historical library and then go to its electronic catalog and there you enter the word Cambridge, you will receive as a result access to more than 8,000 bibliographic entries. Кроме литературы, которая находится в фонде библиотеки, на сайте нашей библиотеки есть коллекция Cambridge Histories Online. In addition to the literature that is held in the collection of our library, you can find on the website the collection of Cambridge Histories. И мы очень гордимся, что этой коллекцией может воспользоваться любой гражданин, проживающий в России, и любой иностранец, который имеет билет исторической библиотеки. We are very proud that this collection is accessible to any citizen of the Russian Federation and to any foreign citizen who has the library card of the historical library. Около 1000 человек приходят на сайт нашей библиотеки ежедневно и пользуются удаленно электронными ресурсами. Over 1000 website visitors we have every day, and they use the remote connection and this remote way of working with our electronic catalog.
Кроме книг, пользователи исторической библиотеки имеют возможность читать журналы Кембриджского университета. In addition to the books, our readers have an opportunity to read the journals published by Cambridge University Press. В рамках электронного ресурса архива научных журналов JSTOR наши читатели пользуются этими журналами, а также в рамках текущей подписки, которая предоставляется нам по программе национальной подписки. They may use the journals in the JSTOR archive, and along with this, they use the current subscription, which has been provided to us within the framework of the National Subscription Program. И важно, наверное, то, что через сайт исторической библиотеки все пользователи могут выйти на платформу издательства и Кембриджского университета. It is very significant that through the website of our library, the users can go through to the platform of Cambridge University Press. И сегодня на семинаре у нас гости из Кембриджа, которые представят эту платформу, представят коллекцию журналов и те возможности, которые пользователи могут иметь сегодня. And it is very nice that today the guests of our webinar are the people working at Cambridge University Press, and they are going to tell us about the platform, about the collection of journals, and about different possibilities that are offered to users. Прежде чем я предоставлю слово гостям, я хочу попросить участников использовать чат, если будут возникать вопросы, или воспользоваться электронной почтой для того, чтобы задать вопрос позднее, и с тем, чтобы мы передали эти вопросы нашим докладчикам. So before I give the floor to our guests from Cambridge University Press, I would like to tell all the participants that it is possible to use chat to ask questions that may just appear during the webinar, or they may use the email to send their questions that can be later resent to the participants. Сегодня два докладчика у нас. Это Кэролайн Кербисон, специалист по тренингам Кембриджского университета. Today we have two speakers. The first one is Caroline Kerbison, who is a training manager of Cambridge University Press. И второй докладчик Патрик Маккартон, директор по публикациям в журналах, руководитель направления по социально-гуманитарным наукам. And the second speaker is Patrick McCartan, who is head of HSS Journals Publishing. И я благодарю Елену Владимировну Малявскую, которая сегодня переводит доклады, переводит сообщения. И я надеюсь, что всем хорошо слышно, поэтому мы можем передавать слово Кэролайн Кербисон. And these were the words of gratitude, maybe too early, too premature to me, the one who is translating this webinar. And I hope really that everyone hears me well enough so that we can give the floor to the speakers. Кэролайн выступает с темой особенности работы с платформой Кембриджского и новый проект высшего образования. Caroline, вам слово. Caroline, the floor is yours. Thank you very much. I'm very happy to be here today. Большое спасибо. Я очень рада быть сегодня здесь с вами. Let me share my screen with you so we can get started. Сейчас я постараюсь запустить демонстрацию экрана, чтобы мы начали презентацию. So as has already been said, my name is Caroline and I'm going to show you some of the resources on Cambridge Core today.
Как уже было сказано, меня зовут Кэролайн, и я собираюсь рассказать вам о наших материалах, наших источниках, которые мы представляем на платформе Cambridge Core. Cambridge Core is the academic platform of Cambridge University Press. Cambridge Core – это академическая платформа издательства Кембриджского университета. And let's start by talking about who is Cambridge University Press, perhaps. Давайте, наверное, начнем с того, что же такое, собственно говоря, издательство Кембриджского университета. So we are a not-for-profit publisher. Мы не коммерческое издательство. And we are a department of the University of Cambridge. Мы являемся отделом, департаментом Кембриджского университета. So we work very closely with the university when publishing our resources. То есть мы работаем в очень тесном контакте с университетом, когда мы занимаемся публикацией, изданием наших материалов. Because we have such a close relationship with Cambridge University, of course, the high quality of our books and journals is very important to us. Поскольку действительно мы находимся в таком тесном контакте с университетом, то высочайшее качество наших публикаций имеет для нас особое значение. So I would just like to show you some of the awards we have won for our books. Я хочу сейчас показать вам несколько наград, которые мы получили за наши книги. So if on Cambridge Core you go to what we publish just here. Если сейчас вот на сайте Cambridge Core вы кликните на вот показанный What We Publish, что мы издаем, and then we're going to go to the books. А затем перейдете к книгам, and you can see there is a button here to view award-winning books from Cambridge. то вы перейдете на экран, где есть надпись «Посмотрите на награды, которые получили книги Кембриджа». On this page, we can see that we have won more than 400 awards and honorable mentions since 2017, so quite recent. Вы видите, что здесь написано, что с 2017 года мы получили более 400 наград и различных упоминаний, которые для нас представляют очень большое значение. And if you would like to view specifically the books which have won awards, there are two ways you can do that. Если вы захотите посмотреть конкретно, какие же именно книги получили награды, то для этого есть два способа. You can view by the type of award. So, for example, you can view all the Nobel Awards here. Вы можете посмотреть по типу награды. Например, на первой строчке написано, это те издания, которые победили, которые получили Нобелевскую премию. And we can see that on the page here. И вот открывается страница, на которой мы их видим. Or you can view by the discipline, humanities, social sciences, or science, technology, and medicine. Или второй способ, вы можете посмотреть по областям знаний. Это гуманитарные науки, общественные науки и последнее – это наука, техника, медицина. And we get quite a small list to start with. We just click view all to expand the list. И мы сделали такой небольшой список по гуманитарным наукам. And so we see, for example, in humanities, we have 117 books which have won awards, and you can see the books just here. И мы вывели таким образом, что по гуманитарным наукам мы получили 117 наград, и вот все эти награжденные книги здесь вы можете увидеть. So this is a way that we can show the quality of our content for books, to prove that high quality that we're publishing. Сделано это для того, чтобы показать вам, насколько действительно много внимания мы уделяем высокому качеству и как мы гордимся тем,
качеством, которое мы выпускаем. Because this is something very important to Cambridge University Press, is that the content we publish, the content we provide to you is of real high quality, so you can really trust what you are reading. Потому что это действительно так. Действительно, для издательства Кембриджского университета качество имеет огромное значение. Мы уделяем очень большое внимание качеству контента, и вы действительно можете доверять тому, что вы от нас получаете. I would just like to talk about the quality in our journals publishing program, so I will just return to the what we publish section. И прежде чем я сейчас расскажу о качестве журналов, которые мы издаем, и о тех программах, которые мы предоставляем, я хотела бы на короткое время вернуться к разделу What we publish, что мы публикуем. And this time I will go to journals. И сейчас я вместо книг перейду в раздел журналы. This year, we publish 404 different journal titles. В этом году мы опубликовали 404 наименования журналов. And we are a multidisciplinary publisher, so they are across a variety of different subject areas. И мы издательство мультидисциплинарного характера, поэтому журналы наши охватывают очень большое число областей знаний. So you should be able to find something to match your research. Так что вы обязательно найдете то, что соответствует тематике вашего исследования. So just to mention, when we publish, all of our journals go through a very strict peer review process. Отдельно хотела бы отметить, что все, что мы публикуем, все наши журналы, проходят через очень тщательный процесс рецензирования. This means that each article in the journals has to be validated by experts in the field before we will accept it for publication. Это означает, что каждая статья в журнале должна быть апробирована специалистом, прежде чем она будет опубликована в журнале. And whenever an article is submitted to Cambridge University Press, first it goes to the journal editor for editorial review, and if it passes editorial review, it goes to the peer reviewers. So there are two stages of review for all of our articles. И когда любая статья поступает для публикации в один из наших журналов, она проходит две стадии рецензирования или две стадии осмотра. Первая – это редакторская работа, и вторая – это работа рецензентов, экспертов в каждой конкретной научной области. And this strict peer review process applies to all of our journals articles, even if they are published open access or not. They go through the same review process. И этот процесс рецензирования, строгого рецензирования, касается абсолютно всех статей, независимо от того, в каком виде они далее будут опубликованы, будь это открытый доступ или другая форма. Это касается абсолютно всех статей. So by doing this, we are really assuring the high quality of our journal's content. Таким образом, в результате этого процесса мы гарантируем высокое качество всех наших работ. Of the titles we publish, about 60% are published on behalf of learned societies. Примерно 60% журналов, которые мы публикуем, публикуются за счет научных обществ. And because we're a not-for-profit, we can work with the societies to ensure that we are delivering content that is really relevant to the academics. И поскольку мы являемся некоммерческим издательством, мы в тесном сотрудничестве работаем с этими научными обществами для того, чтобы постоянно быть уверенными в том, что мы предоставляем научные материалы того качества, которое их удовлетворяет. Cool. So
that's the range of the journals that we publish. Let's have a look at the range of the books, and then we can have a bit of a look at Cambridge Core as a platform. Итак, я очень коротко осветила как бы спектр журналов, которые мы публикуем. Сейчас давайте посмотрим на спектр публикуемых книг, а затем посмотрим на платформу Cambridge Core, на которой они размещаются. So we publish approximately 40,000 ebooks on Cambridge Core. На платформе Cambridge Core мы публикуем 40 тысяч электронных книг. But just over 35,000 of those books are published by Cambridge University Press. И немногим более 35 тысяч из них публикуются как раз издательством Кембриджского университета. And just over 5,000 of those ebooks are published on behalf of our publishing partners. И примерно 5000 наименований публикуются от имени наших партнеров. We partner with smaller university presses. У нас партнерские отношения с небольшими университетскими издательствами. And we are very careful when selecting our publishing partners because we want to deliver that same high quality content. И мы очень тщательно подходим к их отбору, потому что хотим, чтобы качество оставалось неизменным. And we have hosting on Cambridge Core for these university partner presses alongside our Cambridge content. И мы публикуем издания этих небольших университетских издательств на платформе Cambridge Core вместе с нашими изданиями. And again, our ebooks program is a multidisciplinary, so we cover a wide range of subject areas. И здесь, опять же, наши электронные книги также охватывают большое количество тем. Это мультидисциплинарная коллекция. If I go to the Browse Subjects menu, we can look at the subject areas for our ebooks. Если я перейду сейчас в меню, в раздел Browse Subjects, просмотр по тематике, то я перейду в перечень тем, по которым мы публикуем наши книги. And you will see here that we have about 33 different subject areas in which we publish. И в этом списке практически 33 предметных области, которые мы охватываем своими изданиями. So, for example, we could go to history and we will go down into the history subject hub. Возьмем для примера историю и посмотрим, что мы публикуем именно по истории. And if we want to look at the book's content, Если мы посмотрим на контент именно книг, we can see we now have a list of all of these sub-subjects within history. вы увидите весь список этих как бы подтем, которые публикуются по теме история. As I am sure people on this call are very well aware, history is a huge subject, and so we have so many sub-subject areas you can explore the books within. Я уверена, что все присутствующие прекрасно понимают, что история – это обширнейшая тема, и поэтому набор книг, которые по истории, он включает огромное количество подтем. It seems appropriate if we look at Russian and East European history subject area. Давайте сейчас посмотрим на вот эту тему, то есть это история России и Восточной Европы. And once you go into the sub-subjects, you can see the books within that very precise sub-subject area. Выбрав вот эту конкретную подтему, подобласть, а именно история России и Восточной Европы, мы получаем 206 результатов. So you can really discover content as well as a reader in this way. То есть вы можете изучить наш контент как читатель вот с помощью такого типа поиска.
I wanted to give you a sense of the breadth of the subject range we cover. And I would encourage you as well to have a look in the Browse Subjects area after this session to discover books within your own subject. Я хотела бы сейчас просто дать вам ощущение, понимание того, насколько широк охват тем, книг, которые мы публикуем. И я хотела бы, чтобы по окончании нашего вебинара вы просто зашли на наш сайт, именно в этот раздел «Просмотр тем», и выбрали именно ту тему, которая соответствует вашим исследованиям и интересам. Because I'm really sure we have many resources to suit everybody, no matter what they are studying. Потому что я абсолютно уверена, что мы в состоянии обеспечить или ответить на потребности любого читателя, независимо от того, какая конкретная тема его интересует. Before we move on to look at some of the functionality on Cambridge Core, why don't I just show you the Cambridge Histories Online, which has already been mentioned as a product which you have access to. Прежде чем перейдем к рассмотру различных функциональностей платформы Cambridge Core, я хотела бы рассказать вам об издании Cambridge Histories, о которой уже сегодня говорили. I will return to what we publish. Вернусь в раздел «Что мы публикуем». And we will go to the collections area. И перейду в раздел «Коллекций». And here we can see a number of collections, and the one we're going to look at is Cambridge Histories. И здесь перед вами на экране целый ряд коллекций, но мы возьмем ту, которая называется Cambridge Histories, истории. So this is an online collection of books in the history subject area. Это онлайновая коллекция книг по исторической тематике. Cambridge Histories is a print series which we digitized and we made available on Cambridge Core. Это печатная коллекция, которую мы оцифровали, сделали доступной в электронном виде на платформе Cambridge Core. And they are very prestigious books on different areas of history. Это очень престижные издания по различным разделам истории. So we have different sub-collections within, so you can browse by specific sub-collection. For example, we have American history. Эта коллекция исторических книг подразделяется на различные разделы, и в этих разделах вы можете найти то, что вам интересно. Например, история Америки. You can also search just within the histories using the search box from the Cambridge Histories Online collection hub. А есть также возможность для поиска. Вы просто набираете в поле поиска то название, которое вас заинтересует. But again, this is a very high quality and well-respected resource for anyone studying history. И еще раз скажу, что это ресурс высочайшего качества и очень уважаемый всеми людьми, которые изучают историю. And you have 350 volumes of content included in this collection. Коллекция насчитывает 350 томов. But not to worry, you don't have to search it separately. When you search across Cambridge Core, the histories will also appear in your search results like any other book. Но, пожалуйста, пусть это вас не волнует, вам не нужно просматривать каждый том, и просто когда вы заходите на платформу Cambridge Core, вы увидите отдельный раздел Cambridge Histories, в который можете зайти и там провести нужный поиск. So let's have a look at how to run a search across all of Cambridge Core. Давайте теперь посмотрим, как же осуществляется поиск на платформе Cambridge Core. If I go back to Cambridge Core using the logo at the top of the screen, we go back to the home page. Если я вернусь обратно в Cambridge Core, воспользовавшись логотипом, который есть на главной странице,
And from here, we can perform a search of the content. So Я смогу начать поиск нужного мне контента. why don't we search for Russian history? Why not? Давайте попробуем поискать по названию «Российская история». And then we can just click search. Нажмем на увеличительное стекло. So we have a lot of search results. We have 166,000. Вы видите, сколько получили мы результатов. 166 097. Which is far too many for us to read. Конечно, это огромное число, прочитать которое очень сложно. So we can use the menu on the left to refine the search. Давайте сузим поиск с помощью меню в левой части экрана. A great place to start is to ask Cambridge Core to only show content I have access to. Может быть, стоит задать Cambridge Core показывать только тот контент, к которому у меня есть доступ. We can also refine by content type. So maybe we just want to look at journals, articles, for example. А может быть, нужно провести это сужение по типу контента. Может быть, нас интересуют, скажем, только статьи. And we can also refine by publication date. И можем произвести это сужение с помощью даты публикации. Maybe you would like to see the most up-to-date content, so you could say, only show me content available, for example, in the last 12 months. Может быть, нам нужен только современный контент. И, скажем, мы сужаем поиск по статьям за последний год, за последние 12 месяцев. We can also refine further by subject. So we may just want to choose a subject area from here. For example, history seems like a good idea. Может быть, можно произвести сужение по тематике. И опять же здесь находим тему «История». And you notice, as we are refining the search parameters are appearing at the top here. И вот после того, как мы провели это уточнение или сужение, все эти параметры, которые мы задали, отображаются на экране. And now we can see only 220 results, and hopefully these will be much more focused for what we would like to look at. И в результате мы получаем 220 хитов, которые, может быть, гораздо лучше сфокусированы на наши потребности. So if we would like to read, so we're just showing journals, articles. If we would like to read one of these articles, we can just click to view PDF or HTML. Поскольку мы задавали изначально, что мы хотим читать статьи, то, может быть, нас заинтересует какая-либо из этих статей, скажем, первая, и мы хотим прочитать текст, мы можем выбрать формат PDF или HTML. So we can see the PDF here, which is a very high quality, high resolution document. Вы видите файл статьи в формате PDF, вы видите высокую степень разрешения, и вы видите высокое качество, в котором представлена эта статья. If you would like to export a citation on our website, you can do that using the Export Citation button. Если вас интересует цитирование, то вы можете нажать на экспорт цитирования или экспорт ссылки. And the nice thing is that the citation is available in any format you wish. И это очень хорошо, что цитата, которая вам будет нужна, или ссылка, которая будет нужна, она будет доступна вам в любом формате. So here the citation is in APA format. В данном случае это была ссылка на Американскую психологическую ассоциацию, 5-е издание. And we can change the citation style. Но мы можем стиль или формат изменить. For example, we could change to Chicago manual style. Например, выйти в учебник по стилю чикагский. And now we have the citation in the required format.
И мы теперь получим это цитирование в требуемом формате. And we can copy this to clipboard, or we can download this to text or Word document or Мы export. можем скопировать ее, мы можем загрузить ее, мы можем экспортировать эту ссылку. Great. Let's look perhaps at a journal homepage, just so you can see how the journals are presented. Давайте посмотрим на домашнюю страничку одного из журналов с тем, чтобы у вас было представление о том, как они выглядят. So we will return to what we publish. Возвращаемся к разделу «Что мы публикуем». No prizes for guessing, we're going to go to journals. И теперь у нас уже мы ничего не догадываемся, мы не пытаемся там пальцем в небо ткнуть, мы выбираем журналы. And perhaps we focused on history. So let's И look at поскольку наша тема история, a different subject area. давайте посмотрим на различные другие тематические области. We could choose this Byzantine and modern Greek studies. Вот, например, исследования Византии и современные греческие исследования. Great. I'm going to log in because I'm at home, so I don't have access. So let me log in. Мне нужно залогиниться. And now we can see I've got the access. И теперь вот, пожалуйста, доступ к этому изданию. So some people might come to the journal homepage if they have a journal that they think is particularly useful to their research. They might want to come to read the latest issue. Если читателю известно, какой журнал его интересует, если он ищет какой-то конкретный журнал и заинтересован, скажем, в чтении последнего вышедшего номера, он может непосредственно выходить на этот журнал, задавать его название и получать к нему доступ. So from the journal homepage, there's quite a lot of nice features. С этой домашней странички журналов мы можем получить очень много интересных возможностей. You can click to view the most read content, things other people are reading in the journal. Например, вы можете выйти на наиболее читаемый контент, который пользуется наибольшей популярностью у читателей. We also have widgets for social media, so you can link out to, because this is a journal in classical studies, so you can link out to the Cambridge University Press Classical Studies Twitter, for example. Также мы имеем выходы на социальные сети, и поскольку сейчас мы сидим в классических исследованиях, то, может быть, мы сможем через них выйти на социальные сети, которые также в которых также мы можем найти классические издания Кембриджского университета. We also have links to the History, Classics and Archaeology Facebook feed to help you keep up to date in updates in these subject areas. Потому что вот вы видите, что даже на Фейсбуке есть ссылки, есть линки на классические издания Кембриджского университета. То есть вы можете получить информацию о новейших публикациях через социальные сети. And I really like the Cambridge Core blog, which we have embedded here. И здесь также у нас есть встроенная такая возможность, которая мне очень нравится. Она называется блог Cambridge Core. This is really digestible write-ups of selected articles that we publish in our journals. Это такой дайджест отдельных, наиболее выдающихся статей, которые публикуются в наших журналах. So if you don't feel like reading a whole journal article today, you can go and read the Classics blog, and it's a lot easier and a lot lighter, and you can still understand what is the latest things that are being published.
То есть, если у вас нет желания и возможности читать весь журнал или всю статью, вы можете выйти в этот блог. И этот блог дает вам представление о том, что сейчас актуально, что наиболее интересное было опубликовано. И это гораздо легче, гораздо короче, быстрее сделать и быть в курсе последних новинок. Because, of course, even with the best academic will in the world, we're not always feeling like reading journal articles on our lunch break. Поскольку, несмотря на то, что, конечно, мы представляем издания очень высокого качества, и с нами работают академики, может быть, отнюдь не каждый из них захочет во время обеда читать научную статью. So I think that's a great resource to be aware about. Поэтому я считаю, что вот именно это Cambridge Core блог – это прекрасный ресурс, и знать о нем просто необходимо. Let's just look at the latest issue of this journal. Давайте посмотрим на последний номер вышеуказанного журнала. So once you're in the journal issue, what you can do is you can also read the PDF or HTML by using the links, just like we did in the search results. Как уже раньше в предыдущем поиске Кас показывала, здесь мы тоже можем выйти на конкретную статью, когда мы уже вошли в конкретный журнал, мы можем выбрать формат, в котором мы можем прочитать конкретную статью, PDF или HTML. But a great tip is to actually use the Select All button. Но очень было бы разумно воспользоваться кнопочкой Select All, выбрать все. And then choose Download PDF. А затем загрузить PDF, зазипованные. And just click Confirm. И Confirm, подтверждаю. This way you can get the issue page by page. So maximum is 1 page at a time. This issue only has 1 page, but you can get the whole lot to read later. И таким образом вы сможете получить страничка за страничкой весь номер данного журнала, с тем, чтобы прочитать его позже. One really nice feature I would like to show you is the file names of the PDFs it's the title of the article. И еще одну вещь очень интересную я хотела бы вам показать, это то, что название файлов, к которым вы получаете доступ, это название статей данного номера. And this is really useful. I'm sure you will all agree. It's so nice to have it all catalogued very nicely for you like this. И это очень хорошо. И я уверена, что вы со мной согласитесь, что это очень удобно иметь перед глазами весь список вот именно в таком формате. Fantastic. So let's just go back to the journal homepage. Давайте вернемся теперь на главную страничку журналов. Oh, apologies. I should have said, let's go to all issues. Ой, извините, ради бога, я должна была сказать все выпуски, все номера. And you can see, because I know that in Russia you have access to all of our digital archive content. И я знаю, что здесь, в России, вы имеете доступ ко всему нашему цифровому архиву. So every journal is divided into current and archive. So Каждый журнал подразделяется на текущие номера и архивные. So you have for sure access to anything which is flagged as digital archive. Так что вы, безусловно, получите доступ ко всему, что имеет флажок «Цифровой архив». And I think it was mentioned that you should be able to access some of the current content as well. Но также, как я уже сказала, вы должны иметь возможность получить доступ и к текущему контенту. But just useful to be aware of that divide between the different types of the content. Но очень полезно знать, что вот контент, он подразделяется на такие два типа, текущий и архивный. Great. While we are thinking about it, I might just show you as well our new textbooks website. Я также могу показать вам, что делается на страничке
учебников. So we have brand new website just for our textbooks, so our real higher education books. У нас есть такой премьерный сайт, который посвящен исключительно учебникам. The majority of our ebooks are on Cambridge Core, but it's just the text, some textbooks that we are hosting on the HE website here. Большая часть наших электронных книг находится на платформе Cambridge Core, но небольшая часть из них находится именно в этом разделе HE, то есть высшее образование. Great. And it works in a very similar way to Cambridge Core. So you will feel that the website has a similar look and feel to Cambridge Core. Работает это так же, как Cambridge Core, и вы даже почувствуете, что вот именно эта платформа, она по функционалу не отличается от Cambridge Core. And that's because the HE website is built on the same technology as Cambridge Core. Потому что этот веб-сайт «Высшее образование» основан на той же технологии, на которой основан Cambridge Core. And you can see we also have a wide range of subject areas for our HE website. На этом веб-сайте также очень широкий спектр тематических областей, предметных областей. So we could, for example, go to art. Можем для примера взять искусство. And then we can see the books we have on the HE website within art. И вы увидите те книги, которые представлены на сайте «Высшее образование» в разделе «Искусство». I will just click View All to show the full list. Я сейчас кликну на «Смотреть все», чтобы вы посмотрели и увидели все. And now we can see the books that we have on the higher education website. Вот вы видите 3 результата, те книги, которые представлены на этом веб-сайте. So I don't think you actually have access to these books yet, but it might be worth having a look in case there is anything that would be of interest to your university. Я не думаю, что сейчас у вас есть доступ к этим книгам, но мне кажется, что очень полезно иметь представление о них, о том, как это выглядит. Может быть, вам это пригодится в будущем. I just wanted to show you this because if you have an administrator account on Cambridge Core, you can use it as well on the HE website. So the two websites are quite closely working together. Я просто хотела вам это показать, потому что если у вас есть как бы административный доступ к Cambridge Core, то вы можете воспользоваться и этим веб-сайтом «Высшее образование», потому что они, в общем, взаимосвязаны. So let's go back to Cambridge Core. Давайте вернемся теперь на Cambridge Core. And I just wanted to show you another feature of the journal homepage. И я хотела сейчас показать вам еще одну особенность журнальной домашней странички. Wherever your students or your professors see this bell icon, they can sign up for journal alerts. Когда ваши студенты или ваши преподаватели увидят вот этот значок колокольчика, это означает, что они могут подписаться на этот журнал. So this is a really useful feature. Это очень действительно очень полезная особенность. I feel as though journal alerts used to be referred to as table of contents, and these days it seems very fashionable that publishers refer to it as journal alerts. Это такое срочное оповещение, и очень многие наши авторы настаивают на том, чтобы их материалы, их журналы сопровождались вот этим значком, потому что тем самым через него они становятся мгновенно известны аудитории. And this is how you can stay up to date with new content being published in your favorite journals. И вот каким образом вы тут же получаете информацию о том, какая новая информация будет опубликована или уже опубликована в ваших любимых журналах. And once you have added the alert, and I will just show you in a minute how to register, but first I will just show you go to my account. Я сейчас покажу вам, как зарегистрироваться. Сначала вы выходите в раздел My Accounts, то есть мои учетные записи.
and you go to My Alerts. Затем My Alerts, то есть мои оповещения. And in here you will find the journal alerts that you have signed up for. И здесь вы увидите оповещения по тем журналам, на которые вы подписались. You can change the frequency. Частоту можно изменить. Or you can delete the alert completely. Или вообще полностью ее удалить. So it's really easy to manage it. Так что управлять этим очень легко. But of course, you need to have registered and be logged in order to sign up for alerts. Если вы уже зарегистрировались, если вы залогинились, если вы подписались на оповещение. So I'll just log out quickly, just so I can show you how your users can do that. Я сейчас выйду быстренько, чтобы показать, как ваши пользователи могут все это проделывать. And if they wish to register, it's all really quite easy. They just click the register button. Если они хотят зарегистрироваться, вы видите, это сделать очень легко. Кликните именно на эту кнопку Register. As you can see, the form is quite short, so it's not too onerous to complete. И форма довольно короткая, то есть это на заполнение ее у вас не уйдет много времени. They just fill in some details and click Register. Вот все, как бы я уже все заполнила, и я нажимаю на кнопочку «Регистрироваться». And then after they have done that, they will be able to log in. И после этого, как они это сделают, они могут залогиниться. Fantastic. Вот так. Фантастика. Спасибо. Все успешно. Okay, that's lovely. I think that's we've done about an hour nearly, so that might be in all of my time gone. Мы уже практически целый час общаемся, и, в общем, наверное, все, я исчерпала свой лимит времени. Great, let me have a look. Just seeing if we got any questions. И хочу посмотреть, есть ли какие-нибудь вопросы. I unfortunately don't. There's lots of chats, but I unfortunately do not read Cyrillic. Да, там есть в чате что-то, но, к сожалению, конечно, Кас не читает кириллицу. And we have Just one moment. I will ask people if I have to translate. No. These are the questions, some technical questions, but not to you. Not to you. Yeah. Okay. Okay. So the question, because the question is, where is Patrick? Oh. Коллеги, есть вопросы? В чате один вопрос. Прошу прощения, тогда не вижу. Тогда скажу. Нет, это технический вопрос. Это There is a new question. Так, сейчас, секундочку. Okay. Есть ли возможность искать по аффилиации авторов для статистики? The question is there a possibility to search according to the author's affiliation? This is for statistics purposes. No, I don't think there is actually. Не думаю, что, к сожалению, это есть. What we do have is, because we're doing read and publish deals now, we do have reporting for author affiliations for our journals. Сейчас есть такая опция, поскольку все больше сейчас используется вариант работы по модели Read and Publish, читай и публикуй, то там есть указание на аффилиацию авторов. But they're only, we send them to our customers who have our read and publish deals. So that means they buy our journals from us and they buy publishing as well. And so then we provide them with their affiliation reports. И, естественно, что эта информация, она отправляется тем партнерам, тем клиентам, которые именно работают по договору Read and Publish. И согласно этому договору, в общем объеме предоставляемой информации есть информация об аффилиации авторов. То есть это делается только тем, кто подписан на этот формат.
Someone has asked, do you have sport journals? So if we just go to the, I think a good place to start is what we publish. Вот появился вопрос, есть ли у вас спортивные журналы, то для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно перейти в раздел «Что мы публикуем». And we can go to journals. Переходим в журналы. Of course, you could just search across core for sport, but Конечно, можно было прямо в core задать спорт. We don't have specifically on sport, but what we do have that's very, very important to sport, of course, is nutrition, because this is a really important aspect of sports science. Конечно, непосредственно материалов по спорту у нас нет, но хотя спорт очень важен, мы, тем не менее, представляем информацию, например, по питанию, по правильному питанию. Это тоже очень важно. And we publish 4 journals on behalf of the Nutrition Society. И от имени этого общества правильного питания мы публикуем 4 журнала. So one example is British Journal of Nutrition. Первый – это британский журнал British Journal of Nutrition. And you can see it's a same journal homepage layout. And we can also see on this one, we got the impact factor listed on the journal homepage. Вы видите, что журнальная домашняя страничка выглядит точно так же, как то, что уже вам показывали. И здесь есть также информация об импакт-факторе. And if we go back to Cambridge Core, the homepage. Если мы вернемся на домашнюю страничку, на Cambridge Core, we could, of course, also do a quick search for sport. Мы можем быстро провести поиск по слову «спорт». And we could refine that down by articles. И можно сузить поиск статьями. And then we've got quite a lot of results, but then you can start to get a feel for what we're publishing here. И мы получаем довольно много результатов, которые дадут вам ощущение того, что мы публикуем. And if you wanted to as well, you could, if you felt, because this obviously covers things like, we've got one in our philosophy journal, sport and the artistic, which may not be what you're after, so you could refine down further by subject. Если, скажем, вы нашли журнал по философии, да, в котором опубликована статья по спорту и артистизму, а это не совсем то, что вас интересует, вы можете также сузить тему, скажем, медициной. And so, of course, we then have quite a lot around this topic within medicine. They're covering different subject areas within medicine, which is a really interesting way of getting to the content. И здесь уже в рамках медицины мы тоже получим довольно большой объем, набор журналов по очень интересным темам, которые имеют непосредственное отношение к спорту и медицине. Quite a lot on sort of neuropsychology and sport, actually, which is very interesting. Спорт, нейропсихология и достаточно интересная тематика. Okay, great. Thank you very much for that question. Спасибо большое за этот вопрос. Someone is asking, are there only 2 options, personal account and account for institution? So there's Всего есть 2 опции, да, это личная учетная запись и учетная запись организации. Так это или нет? So if you're a normal reader, if you're a student, you can register for a personal account. Если вы обыкновенный читатель, если вы просто студент, то, конечно, вы можете зарегистрироваться просто как обыкновенный человек, завести свой аккаунт. And then you can browse the website and you can sign up for the journal alerts, you can bookmark content and other things. И вы можете проводить поиск, вы можете подписаться на оповещения, вы можете подписаться на книжные закладки, ну, на разные возможности. And we also offer account administrator access for our librarians. И мы также предоставляем аккаунт для организаций, для администраторов, для библиотекарей.
So if you're a librarian, you can register in the same way as a normal user and send us the email address you registered with, and we can make you an account administrator for your university. И если вы просто библиотекарь, вы обыкновенным образом регистрируетесь на нашем сайте, отправляете нам свой имейл, и мы зарегистрируем вас как работника университета. Also, so those are the two types of users, and account administrators will be able to look at usage statistics. Sorry, what is it? Usage, say it again. Account administrators can see more details of how much, the popularity of the channels. Конечно, возможностей у администраторов больше, и они могут, скажем, отслеживать популярность журналов. And then for access, we offer that via your IP addresses or via remote user access like Shibboleth or Athens. И мы предоставляем доступ к этой информации по IP-адресу или по адресу удаленного доступа. So you can use any email address to sign up, but we recommend you use your institution account because then it's sort of your work email, but it's absolutely up to you. То есть вы можете регистрироваться самым обыкновенным образом, но мы рекомендуем вам регистрироваться по учетной записи или по номеру вашей организации, поскольку это предоставляет вам больше возможностей. Okay, fabulous. Well, I think it is now time for me to hand over to my colleague Patrick. So just want to say спасибо. Все прекрасно, да, но сейчас я чувствую, что мне уже нужно передать слово моему коллеге Патрику, поэтому я говорю вам спасибо. And I will stop sharing and welcome Patrick to the floor. So thank you very much. Итак, еще раз спасибо вам большое. Передаю слово моему коллеге Патрику. Патрик, мы рады вас видеть. Вам слово. И Патрик будет говорить о политике открытого доступа в журналах Cambridge University Press. So, Patrick, we are very glad to see you. The floor is yours. And Patrick is going to speak about open access offered by Cambridge University Press. Well, thank you, everybody, and hello. As you can see, I'm actually sitting in Cambridge at the moment. I live in London, but I've come up to the office to make this presentation. Всех приветствую. И да, я буду говорить о университете Кембриджа, и как вы, может быть, вы догадываетесь, в общем, в этом университете сейчас и сижу. И хотя я выезжаю из Лондона, я приехал для того специально, чтобы выступить сегодня перед вами. So I'm going to be talking about open access this afternoon. Я буду говорить об открытом доступе. У меня есть несколько слайдов. And I'm not going to talk to every single aspect of every single slide, because these slides will be available to you, and I'll be able to and available to answer questions, not only at the end of this, but also you can email me with questions. Я не буду сейчас останавливаться во всех подробностях, на всех деталях и всей той информации, которая представлена на моих слайдах, потому что эти слайды будут вам доступны. Я сейчас я буду готов рассказать о них в целом, и я буду готов отвечать на ваши вопросы, не только по окончании моего выступления, но если вы мне будете присылать их по электронной почте, я буду отвечать на них в процессе рассказа. So I think the first thing to recognize and to understand about open access is that it is a different business model, and it is different to free access. We must understand the difference between free access and open access. Первое, что я хотел бы отметить, что открытый доступ – это абсолютно другая бизнес-модель. И второе – это то, что это не бесплатный доступ. И она отличается от бесплатного доступа. И эти две модели мы должны различать.
So the essential distinction to make here is between three different business models. The old model, which is the subscription model, and this is where a library will pay for a subscription and everybody who is attached to that library will be able to see it. But anybody who is attached to a library who doesn't subscribe will not be able to read it. На самом деле различия надо проводить между тремя моделями. Первая модель – это старая модель, модель подписки. По этой модели библиотека оплачивает подписку, и любой читатель, который является читателем этой библиотеки, получает доступ к подписанным изданиям. Но при этом тот, кто не является читателем этой библиотеки, доступа к этим изданиям не получает. And then there is the open access, which everybody, once something has been published open access, there is no restriction on reading it. Anybody who is attached to any library around the world is able to read it. In fact, anyone that has access to the internet is able to read it. Вторая модель – это модель открытого доступа. И эта модель не имеет ограничений. Это означает, что любой человек, который фактически имеет доступ к интернету, любой человек, приходящий в библиотеку, может получить доступ к любым материалам, опубликованных в открытом доступе. Now, the important distinction to make here between the two of them is not just as who has access, but the other key distinction is how it's paid for. And this is what I mean by a different business model. Under the subscription, the old world business model, the reader pays for it. In other words, the libraries and the individuals who are attached to a library, the reader pays for it. In the open access world, it is the author that pays, so the reader doesn't have to pay anything. Очень важным отличием в этих двух моделей является не только сам доступ, но еще и то, как осуществляется за него оплата. В первой модели, модели подписки, оплату осуществляет библиотека или читатель. Сам пользователь платит за этот доступ. С моделью открытого доступа за доступ платит автор. So those are the two business models. The one is the old business model, the subscription. The other one is the new one, open access. But I do want to refer to what I said to you at the beginning, the difference between open access and free access. Free access is where something is just put up on the web and there is no business model behind it. Okay, Carry on. let me. Еще раз хочу подчеркнуть, почему же это такие разные бизнес-модели. Разные они именно по модели оплаты. И хочу еще подчеркнуть отличие открытого доступа от бесплатного, свободного доступа. Свободный доступ – это не бизнес-модель, потому что свободный доступ – это доступ ко всему, что как-то размещено в сети. И никто за это не платит. So I'm going to say one more thing about this slide. There is a very shorthand way, an easy shorthand way of describing this. The subscription model is reader pays and open access is author pays. И еще раз то, что уже на самом деле было сказано. Просто буквально в двух словах. По старой модели, модели подписки платит читатель, а по Unfortunately, I have to interrupt you. We don't see your slides, unfortunately. We don't see any slides of yours. Oh, I thought they had been translated. No. Do you want me to share them with you? Yes. Okay, let me just see how I can do that. Okay. Patrick, if you just share your screen, at the bottom of your screen, you've got kind of a green button.
The bottom of my, let me just hold on, this could just, so I'm gonna, there's a green, at the, oh yeah, share screen, okay. Okay, I'll do that. Let me see where I've got this, okay. I've clicked on that now and I'm gonna share, and I'm so sorry, I thought that these were available and that, can you see them now? Yes, we can. Yes. Very Thank good. you. Yes, thank So you. that's okay. This will make it a bit easier for you, but I'm going to go a little more quickly through the next slides now. Тогда я постараюсь достаточно быстро пробежаться по следующим слайдам. So these are what I consider to be the key features of open access. Вот то, что я считаю ключевыми отличиями открытого доступа. And, you know, how do you want me to deal with these now? Do you want to translate them yourself? I'm doing the translation. I'm just translating your words. You're just going to translate my words? Yes, okay. But it is consecutively. So you just make pauses. Yes, you make pauses after one or two sentences, and I immediately translate. Okay, good. Whatever you read, I will translate. Good. Just one moment. Well, the administrators say here that they will translate the slides later and send them to all the participants. That's very good to hear, because what I can do is I can improve the slides a little bit later tonight as well, so that they get a better version. Okay, just one moment, I will tell them. Okay. Все вы поняли. Okay, they understood. Okay, good. You're good. Good, thank you. So in addition to you know, a key feature of open access being open to everybody, it's also open to people to use in different ways, not just to read. This is another very important aspect of open access, the way in which they can be used. Отдельной отличительной особенностью открытого доступа является не только то, как за него платят, но еще и то, как можно пользоваться этими материалами. То есть это открыто, и раз это открыто, то и пользоваться этим тоже можно разными способами. Yeah. And so, I mean, not just the barrier to read is taken away, but financial barriers, legal barriers, and technical barriers. Я хочу сказать, что для чтения снимается не только барьер по возможности чтения, снимаются и другие барьеры. Это финансовый барьер и юридический барьер. Good. Okay, the next slide. This is where open access becomes a little more complex. It is, there are different categories of open access. На этих слайдах показаны разные типы открытого доступа. И это именно вот здесь само понятие открытого доступа становится несколько более сложным. So the main category of open access that I want to focus on here today is gold open access. But there are also two other types of open access which are important. One is green and the other one is diamond. And I will just say a few words about all three of them. Я хочу остановиться сейчас на самой главной категории открытого доступа, золотой категории. Но помимо золотой есть и две другие. Это зеленая и бриллиантовая. И я также скажу несколько слов о каждой из них. So in order to understand these different colors, if you like, these different aspects of open access, different types of open access, I want to focus on three things. First is the version of record. The second is the accepted manuscript. And the third thing is timing. Для того, чтобы понять разные категории и хорошо ориентироваться, скажем, в этих разных цветах, я хотел бы заострить внимание на трех отличиях. Первое – это финальная версия статьи. Второе – это принятый, одобренный манускрипт. И третье – это время. So the accepted manuscript is the manuscript that you send to the journal, and that when the peer review has happened,
This is what is called the accepted manuscript. It is the manuscript that has been accepted for publication in the journal, but it has yet to be typeset and copy edited and prepared for publication. Что означает принятый манускрипт, принятая рукопись? Это статья, которую вы представили в журнал и которая после рецензирования была одобрена для публикации в журнале. Она одобрена, но, тем не менее, она еще должна быть набрана и должна быть там напечатана. The version of record, on the other hand, is that that version of the paper which has been treated by the publisher. So it's taking the accepted manuscript, it's copy editing it, it's typesetting it, it's proofreading it, and it's giving it all the metadata so we can put it online. So it is the final version. Что такое финальная версия статьи? Это версия статьи, которая была уже обработана издателем, прошла полный цикл. Она была рецензирована, она была одобрена, она была набрана, она была скорректирована, к ней были добавлены метаданные. То есть это полная готовая статья. Now, it's very important to understand that gold open access only, it applies to the version of record, whereas green open access only applies to the accepted manuscript. И очень важно понимать, что золотой открытый доступ имеет дело только с финальными версиями статьи, в то время как зеленый открытый доступ имеет дело с одобренными, принятыми рукописями. Another important aspect is timing. The gold open access is free online. The version of record is free online immediately on publication, whereas with green open access, the accepted manuscript only becomes free online later on, maybe a year later. Очень важен здесь также и фактор времени. Что это означает? В случае золотого открытого доступа финальная версия статьи становится доступна онлайн сразу же, незамедлительно после публикации. В случае же с зеленым открытым доступом есть некий этап задержки, который может быть довольно длинным, даже в течение года. И таким образом эта статья становится доступна не сразу. The other and final important distinction to understand between the two is with gold open access, there is a payment involved. And with green open access, because it falls under the old subscription model and only applies to the accepted manuscript, there is no payment involved. И третий момент, на котором надо остановиться, это момент оплаты. В случае с золотым открытым доступом существует плата за публикацию статьи. То есть здесь оплата должна идти непосредственно от автора, от грантодателя или работодателя. Что касается зеленого открытого доступа, то эта публикация осуществляется по старой модели, по модели подписки. И таким образом оплаты здесь как таковой нет. Okay. I'm not going to say anything other than a couple of sentences about diamond open access, because diamond open access does not represent a business model. It's where there is a subsidy involved in it. So some other body is paying for it to be free, and it happens very, very seldom. So it's not something that I think we need to spend any time on in the short time available to us. Буквально два слова хочу сказать про последний тип, про бриллиантовый открытый доступ. Почему? Потому что это не является бизнес-моделью. Не является бизнес-моделью и тем не менее имеет отношение и к финальной версии статьи, и мгновенно предоставляется после публикации, но осуществляется это на основе субсидий. То есть кто-то оплачивает эту работу.
И сейчас я не думаю, что это тот пункт, тот момент, на котором в связи с нашим временем укороченным надо останавливаться. So the next two slides are going to be much more useful to you when they are translated. And that's, again, I'm just looking at them very briefly here. They tease out some of the differences between green open access and gold open access, but I don't think we've got enough time to go into them now. So I'm going to move on to something else that I think is very important to open access, and that is about copyright and licenses, because this is another very important aspect. Следующие два слайда по зеленому и золотому открытому доступу также могут быть для вас очень важны и интересны после того, как они будут переведены. Вы их прочитаете, ознакомитесь с ними. Они интересны тем, что в них очень наглядно представлена разница между этими двумя видами доступа. Но поскольку сейчас мы очень ограничены во времени, я останавливаться на этом больше не буду и перехожу сразу к другому слайду. Это авторское право и лицензии, которые я считаю тоже даже гораздо более важным моментом на сегодняшний день. The first, I want to make some general points about licensing and copyright. Несколько общих замечаний по лицензированию и авторскому праву. The first thing is you need to be very clear about who owns your work. There are times when you may be working for an institution, say a scientific institution, or perhaps the United Nations or the World Bank, and they may own your work. You may have signed a contract when you work with them, giving them ownership of your work. Первый пункт – это вы должны быть абсолютно твердо уверены в том, кто является собственником, кто владеет вашей работой. То есть, может быть, вы в течение какого-то времени работали на научную организацию или на ООН, или на Всемирный банк, и у вас был с ними договор, и, соответственно, в рамках этого договора именно они являются собственниками вашей работы. But most people who are working at universities will own the copyright. Но большинство людей, которые работают в университетах, сами являются владельцами, собственниками авторского права. So you must be, when you're submitting an article, be very clear about the rights you retain and know that you have who has the right to distribute and to sell it. Значит, когда вы представляете свою статью, вы должны абсолютно точно понимать, какими правами вы обладаете как автор и кто в дальнейшем будет обладать правами по распространению и продаже вашей статьи. In the old world, in the subscription world, it was often the case that publishers would require the author to assign copyright, to give the copyright in the article to the publisher. That is no longer the case in the open access world. По старой модели, по модели подписки, очень часто бывало так, что именно издатель просил автора подписать договор, по которому авторские права на конкретную статью переходили издателю. Сейчас, в случае с открытым доступом, это уже совершенно не так. In the open access world, the author retains the copyright and gives the publisher a license to publish the work. По новой модели открытого доступа, автор сохраняет за собой авторское право и выдает лицензию издателю на дальнейшую работу со статьей. So this is another screen which is going to be much more useful to you. Вот еще один экран, который будет вам очень-очень полезен. And this is a list of the types of licenses that are allowed under open access. And you'll need to read them quite carefully. Это перечень лицензий,
которые предоставляются в рамках открытого доступа. И я призываю вас очень внимательно с ним ознакомиться, внимательно его прочитать. Right. Now, what I've tried to do is to anticipate some of the questions you might ask. А сейчас что я хочу сделать? Хочу предвидеть, предвосхитить те вопросы, которые вы могли бы мне задать. I will talk about the benefits of open access in a minute, but right now I want to be clear that when you subscribe to a journal, you will often have a choice as to whether you publish open access or whether you don't publish open access. Я сейчас буду как раз отвечать на эти вопросы и буду сейчас об этом говорить, но до этого я хотел бы прояснить следующий момент. Когда вы подписываетесь на какой-то журнал, вы должны понимать четко, как вы хотите, чтобы ваш материал был размещен в открытом доступе или нет. And whether you publish open access or not, your choice will depend on the policy of the journal, on the policy of your funder, and the policy of your institutions. И тот выбор, который у вас есть, и то решение, которое вы примете, публиковаться в открытом доступе или нет, зависит от нескольких факторов. Первое – это политика журнала, в котором вы собираетесь опубликоваться, политика финансовой организации или спонсора, и политика той организации, в которой вы работаете, и договоров с различными издателями, которые вы подписали. And can I say that these choices now and the landscape, the environment is very complex because we are in a transition from the old world, the old subscription world, to the new world of open access. Very soon, almost everything will be open access and the choices will be much simpler. Здесь я хотел бы подчеркнуть, что ландшафт, в котором сейчас мы работаем, очень сложный. Он очень сложный, потому что мы находимся в переходной стадии, мы в переходном периоде. И поэтому ваш выбор, он очень сложный и зависит от разных факторов. В очень скором времени все, что публикуется, будет в открытом доступе. Но пока еще мы идем от старой модели к новой. Right. What is the policy of the journal that you are publishing in? This is where you need to be very clear about whether the journal has a green open access policy or whether it has a gold open access policy. And you also need to be aware of what your institution's approach to open access is. Вопрос, какова политика журнала, в котором вы хотите опубликоваться. Здесь вы должны очень четко представлять себе, какой политики придерживается журнал. Это зеленый открытый доступ или золотой открытый доступ. А также вы должны очень хорошо понимать политику организации, в которой вы работаете. So my advice to you is if you are submitting to a journal, the first thing to do is to understand the open access policy of that journal. Does it have a hybrid green open access policy or is it gold open access? That's the first thing. And the second thing is to understand whether your institution has an open access agreement with that publisher. Those are the two key things you need to understand. Еще раз, чтобы вы очень четко себе представляли. Я считаю, что есть два ключевых момента, на которые вы должны обращать внимание. Первое. Когда вы представляете статью в журнал, вы должны четко понимать, какой политики в области открытого доступа придерживается этот журнал. Это гибридная политика, зеленый открытый доступ или золотой открытый доступ. И второе, вы должны очень четко понимать политику организации, в которой вы работаете. То есть, если в этой организации договор с издательством
по открытому доступу. If you want to know in advance what the open access policy of a journal is, you can go to the journal's website, and indeed you can look on this, you can look at the Sherpa Romeo website, which is an index of all the journals in your area and what their open access policies are. That's if you want to find out about the journal. If you want to find out about your institution, you must talk to your librarian. Итак, если вы хотите до публикации, до того, как вы представляете статью в журнал, четко представлять себе политику журнала, то вы должны, естественно, зайти на веб-сайт этого журнала и там прочитать интересующую вас информацию. Либо вы можете зайти в такой ресурс, который называется Sherpa Romeo, индекс, который предоставляет информацию по всем журналам, работающим в открытом доступе. Если же вас интересует политика вашей организации, то должны вы в первую очередь поговорить со своим директором библиотеки. Then I'm going to come on to funders. Перейду теперь к финансирующим сторонам, финансирующим организациям. This mainly applies to people working in the life sciences, but it may also apply to people working in other subject areas. В основном это касается людей, которые работают в сфере наук о жизни. Но это может касаться и людей, которые в других сферах работают также. So funders are people that pay for the research, and they may have an open access policy which, if they fund your research, they will mandate you to follow. You are obliged to follow it. Финансирующие организации могут финансировать то исследование, которое вы проводите, но из-за того, что они финансируют его, они могут выставлять вам совершенно определенные требования, и вы должны будете работать по мандату, который они вам предъявят. If you want to know the open access policies of various funders, don't go to Sherpa Romeo, go to Sherpa Romeo's friend and partner, Sherpa Juliet, and Sherpa Juliet will have all the information. Если вы хотите заранее знать о той политике в области открытого доступа, которой придерживается финансирующая вас организация, то здесь вам нужно обращаться уже не к ресурсу Sherpa Romeo, а к ресурсу его вечной спутницы, к Sherpa Juliet, Sherpa Джульетта. И именно она предоставит вам всю необходимую информацию. Then finally, and most importantly, what is the policy of your institution? If you're at a university, there is an increasing possibility if your university doesn't have a read and publish deal now, that they will have one in future. И, наконец, последнее – это политика вашей организации. Если вы работаете в университете, то очень есть большая вероятность того, что этот университет работает по программе Read and Publish, читай и публикуй. Но если этого сейчас нет, то, скорее всего, это будет в ближайшее время. So how does this affect you? Как это влияет на вас? If your institution has an old style subscription relationship with the publisher, which means they subscribe to the journal and you have the ability only to read those articles, then you will have to pay an article processing charge if you want your article to be published open access. Если ваша организация работает по старой модели, по модели подписки, то вы имеете полное право получать доступ к конкретным статьям и читать их в рамках этой подписки. Но тогда вам нужно будет заплатить плату за публикацию статьи. Yeah. However,
if your institution has a more modern read and publish deal, what that will mean is you will not, in all likelihood, have to pay an article processing charge, because that will be covered by the agreement that your university, your institution has with the publisher. Если же ваш университет работает по новой модели Read and Publish, то, скорее всего, и это очень хорошо, вам не нужно будет выплачивать деньги за публикацию статьи, потому что, скорее всего, именно это условие входит и является составной частью договора между вашим университетом и издательством. So I'm going to add one more slide when I update these slides, but I want to just say, finally, one quick thing about the benefits of open access. Я собираюсь, когда я буду редактировать всю эту презентацию, я добавлю этот слайд. Но сейчас я просто хотел бы добавить одну очень важную вещь, касающуюся открытого доступа. The main benefit of open access is the most obvious one. Nobody is restricted from reading your articles and reading your work. We know that most of you publish because you want to be read as widely as possible. Open access makes that possible. Я знаю, что вы все, люди, публикуются именно потому, что хотят, чтобы их работы читала максимально широкая аудитория. И отличительной и очень важной особенностью открытого доступа является то, что открытый доступ не накладывает никаких ограничений на чтение вашей работы. И именно открытый доступ делает широкий доступ аудитории к вашей работе возможным. And finally, we can show you the evidence. We can show you articles in a journal that were published open access and some that weren't published open access, and you can see the readership, the downloads of those that published open access are significantly higher in every single case. И мы можем представить вам фактические доказательства преимущества этого режима. Мы можем показать вам статьи, опубликованные в журнале открытого доступа, и вы на цифрах увидите, как увеличилась численность читательской аудитории и скачивание вашего материала. I think that's enough from me. I'll be very happy to take questions, and I hope that that was helpful. Это вот практически все, что я хотел сказать. Готов ответить на ваши вопросы. Yes. Okay. From Yulia Dyachenko, what should we take into consideration concerning the effect of political sanctions on Russian and Crimean scientists? То есть, что мы должны принять во внимание в связи с влиянием политических санкций на ученых России и Крыма? So, you know, this is a very difficult question to очень answer. Сложный вопрос. These policies are not set by publishers. Эти политики They will be приняты set не by national governments. а национальными правительствами. I think that my advice to you would simply be, if you've got work to publish, you choose a journal that you feel is appropriate and you submit it to that journal and see what their response is. Мой совет вам, если у вас есть материал, который готов к публикации, выберите журнал, который вы считаете для себя наиболее приемлемым, представьте эту статью и ждите их реакции. It is my understanding, and I'm not an expert on this, but that there are no sanctions and no restrictions on the exchange of scholarly ideas between Russia and say other European countries. That is my understanding, that if somebody submits from, say, St. Petersburg
to a journal based in the UK or Germany or whatever, that there are no restrictions on that at all. So I don't think you should have any concerns, but I do defer to my colleagues who may know better than me. Хотя я не специалист в этом вопросе, и я высказываю только свое мнение и свое понимание ситуации, я считаю, что несмотря на эти санкции, нет никаких санкций и ограничений по обмену научной мыслью. И поэтому, если какой-либо специалист и ученый, скажем, из Санкт-Петербурга, захочет представить свой материал в журнал, который публикуется в Великобритании или в Германии или в любой другой европейской статье, я думаю, что у вас не должно быть особой озабоченности в связи с этими санкциями. Но, тем не менее, это мое личное понимание ситуации, и я считаю, что тогда лучше обратиться к тем людям, которые разбираются в этом профессионально. So no more questions so far. Yep. But if there are, when I send the updated version of the slides, I will also provide my email address, and I'm sure that people will get in contact with my colleagues, with Cass and Paula and Leszek, if they've got questions, and they can send them to me. But I'll be very happy to answer any questions via email. То есть, когда я представлю немножко переделанную презентацию, я укажу в ней свою электронную почту. И я буду очень рада ответить на вопросы, которые вы мне пришлете. Я уверен, что также будут рады ответить на них и мои коллеги, и Кас, и Лешек, и остальные. Thank you very much. You're very welcome. It's been a pleasure talking to you. Приятно было с вами общаться. Патрик, огромное спасибо вам за ваш доклад. For your presentation. Хочу вам сказать, что вы повысили нашу компетенцию. That you've raised our competence. В последнее время все чаще стали появляться вопросы у наших пользователей об открытом доступе, и вот ваше сегодняшнее изложение, оно для нас теперь дало представление о том, как это все устроено, и мы сможем правильно отвечать нашим пользователям. We've started to get more and more questions lately on this open access procedure, and your presentation gave a new vision to us. And so now after it, we will be able to answer more professionally different questions that we get. Good, and I'll be you further. Что касается нашей библиотеки, то вот недавно буквально аспирант из Казани звонил и проявлял интерес как раз вот к платформе Кембриджского с вопросом, как правильно работать на этой платформе, как правильно, так сказать, выбрать тот или иной журнал. То есть ваше изложение, оно как раз было очень-очень важно для исторической библиотеки. So your presentation was especially significant and timely for the historical library, because quite a few days ago we got a message from one postgraduate living in Kazan, and he asked how to work with Cambridge Core, how to use it, how to orient there, and so thank you very much for the information given. Ну, я хочу сказать в завершении, наверное, нашего сегодняшнего вебинара и повторить то, что я сказала в начале, может быть, Патрик не слышал этого, что историческая библиотека имеет подписку как на книги Кембриджского издательства, так и на журналы, и на архивы, и на текущие издания. So I would like just to mention in the conclusion what I've said at the beginning. Perhaps, Patrick, you didn't have a chance to hear it. But again, the Historical Library is subscribed to Cambridge Books and Journals, to archive and current ones. And we've had very fruitful cooperation with the Cambridge University Press.
И хочу повторить для наших коллег из разных регионов, что ваши читатели могут записаться в историческую библиотеку удаленно. Обратитесь, пожалуйста, в службу регистрации. And now the information to the participants to our webinar from different regions of Russia. Please be aware that your readers can subscribe to our library, to the collections of the historical library. Please address your responsible people, your administrators, for the necessary information. И вот читатели библиотеки, получив билет, сделав авторизацию, пройдя авторизацию на сайте библиотеки, имеют доступ к полным текстам журналов и книг Кембриджского университета. So the readers of our library, who have our library's card, being authorized, have access to the full texts of both books and journals of Cambridge University Press. Ну, конечно, к тем изданиям, на которым у нас оформлена подписка. И нужно сказать, что сегодня вы задавали вопрос, есть ли спортивные журналы. Коллекция Кембриджского университета политематическая, и поэтому любой читатель может найти литературу, информацию по различным темам своих исследований. Well, of course, it refers about this, the access to the full text. Of course, it refers to those publications that we are subscribed to. And there was, during the first presentation, there was a question about the literature on sport. And again, I would like to highlight that the Cambridge University Press publications are multidisciplinary. And of course, the readers, the users may find different journals of their interest on the platform and website of Cambridge University Press. Ну и хочу вам сказать, что если у вас остались вопросы, на которые вы не получили ответы, вы можете также использовать почту, по которой вы получали регистрацию для входа на сегодняшний вебинар. Пишите, мы с удовольствием передадим ваши вопросы Патрику и сотрудникам издательства Кембриджского университета. So in case there are some unanswered questions left, please don't hesitate to use the email that you used while registering for this webinar. Send your questions to us and we will just very quickly resend them to the speakers. Ну и завершая сегодняшний день, я благодарю всех, без исключения участников этого вебинара, благодарю наших партнеров и Александра Липенского, и Елену Георгиевну Михайловскую, которые поддерживают информационно все ресурсы, которые оформляются подпиской через эту книготорговую фирму. So in conclusion, I would like to say the words of thanks to all the participants to this webinar and to our partners, to Mr. Lipensky and Mrs. Mikhailovskaya for their information support that they provide through their company. И еще раз благодарю издательство Кембриджского университета за предоставление удаленного доступа ко всем ресурсам, которые имеет историческая библиотека. And again, our thanks go to Cambridge University Press for the remote access they provide to their publications for the historical library. Thank you very much. Дорогие друзья, всего вам доброго. Спасибо вам большое еще раз. До свидания. До следующей встречи. Hope to see you during our next meetings. Have a nice day. До свидания. Thank you. Bye-bye. Спасибо, до свидания.